Все здравствуйте! Возникла идея построить мотоцикл для активного отдыха на природе. Мотоцикл неприхотливый, недорогой, такой, чтобы его не жалко было утопить в болоте. При этом он должен быть надежный и простой в обслуживании. Для этого мы решили приобрести ходовую от ЧЗ-516, а двигатель Минск у нас уже был. В конце видео мы покажем, что из этого получилось, а самые любознательные узнают, во сколько нам это обошлось. Начнем с ходовой. Нам она обошлась в 7500 рублей. Сразу оговорюсь, все агрегаты в ней требовали ремонта, но дешевле сейчас ничего не найти. Посмотрим, что нам досталось за эти деньги. Колеса, вилка, бак, крылья. Это крыло непонятное какое-то, но вряд ли мы его сможем сюда приспособить. Это новое крыло отдали, еще даже, видишь, без дырочек. ЧЗ, все как положено. Выпросил резонатор у них в таком состоянии. Немножко повидал. Бак хороший такой, в принципе. Родной краской с родными наклейками. Рама немножко тут подзаварена. Вот таким вот хамским образом. Короче, она еще и заварена со смещением. Я не знаю, конечно, чужую работу обсуждать. Это все, так скажем, нехорошо, да, но будем это все делать, переделывать. Здесь тоже сварка, видишь, такая. По ходу дела в мотоклубе полуавтомата нету, тут все такое живописное тоже. Траверсу отдали, шарики нет. Верхняя траверса, тормоза, ось заднего колеса. Вот такая вот. Да. Подножки родные. Так, ну это вообще не знаю, где он взял, но она хотя бы не полнутая, ничего. Тоже нормально. Так, ну, вилка. Ремонт начали с рамы. Переварили все полуавтоматом, все зачистили, убрали накладки и убрали кронштейн, на котором держалось сиденье. Вместо него мы приварим простую шпильку. На мотокроссе прыгать мы не собираемся, поэтому, думаю, сиденье не отпадет. Также убрали накладку с заднего кронштейна, вварили в него вставку в стык. Чтобы усилить раму в местах сварки, изготовили косынки и приварили. Вот что получилось. Это не какой-то тюнинг или усовершенствование. Просто немного облагородили то, что было сделано до нас. Сиденье нам досталось с порванным чехлом, но самая большая проблема — это его основа. Она вся в трещинах, в ней просверлены какие-то дырки, установлены дополнительные кронштейны, а по краям не хватает кусков. Края мы отремонтируем при помощи стальных полос, а потом все это дело укрепим стеклопластиком. Конечно, мы избавимся от дополнительных кронштейнов и уберем ненужные отверстия. Вот так выглядят стальные полосы, их мы приклепали на вытяжные заклепки. Материал — холоднокатанная сталь толщиной 1 мм. Положили сверху и снизу по 2 слоя стеклопластика. Всего на ремонт сиденья ушел целый день с утра до вечера. Чехол нам перешили в ателье за 100 рублей. Его к основе мы также приклепали на вытяжные заклепки. На этом сиденье закончено, можно двигаться дальше. Теперь займемся воздушным фильтром. К сожалению, материал, из которого он изготовлен, не дружит со стеклопластиком и имеет с ним плохую адгезию. Несмотря на крупную риску, которую мы набили, когда двигатель начнет работать и пойдет вибрация, скорее всего, этот корпус развалится. Но выбора у нас нет, будем действовать в рамках имеющихся у нас технических возможностей. Теперь корпус герметичен и после покраски выглядит достойно. Для двигателя мы изготовили кронштейны. К сожалению, двигатель от Минска имеет большие габариты, чем ЧЗ-овский, и его довольно трудно вписать в раму. Но как смогли, мы со своей задачей справились, двигатель зафиксирован. О следующей нашей проблеме знают все, кто пытался вписать двигатель с косым выхлопом в дуплексную раму. Это настоящая беда для мотостроителей. Чтобы вывести выхлоп, люди режут раму и вваривают в нее ушки или кольца. Мы решили пойти другим путем. Хоть это и не музейная реставрация, но резать ЧЗ-овскую раму для нас это просто святотатство.
Мы решили изогнуть выхлопное колено и обойти раму таким образом. Вообще таких резких изгибов на выпуске стараются избегать даже на четырехтактных двигателях, а на двухтактных двигателях тем более. Однако, если взглянуть на кроссовый резонатор Минского завода, то у него на выходе точно такой же резкий изгиб. В общем, раму мы обошли, теперь осталось совместить резонатор и выхлопное колено. Для этого нижнюю часть резонатора придется разрезать. У нас она очень мятая, и мы ее заодно поправим. Делаем это кустарным способом на шарике молотком. Мотоцикл делается не для музея, поэтому особо запариваться тут не стоит. Так выглядит резонатор в сборе. Конечно, он имеет несколько более вычурную форму, чем нам хотелось бы, но что имеем, то имеем. К раме он крепится в двух местах. Вообще должен сказать, что на этом мотоцикле очень мало места и вписать в него все очень трудно. Сварочные работы по раме заканчиваются установкой кронштейнов для тросика заднего тормоза и коммутатора. На этом с ней все, можно зачищать и красить. Начинается процесс сборки, это самый приятный процесс. Шарики пришлось покупать в интернет-магазине, на 6,35 у нас поближе ничего не нашлось. Но тем не менее все потихоньку собирается, собрать штатные узлы мотоцикла это уже не так сложно, как что-то переделывать. Из траверс пришлось высверлить 2 сломанных болта, а в вилке поменять сальники. Они туда подходят от Явы 638, они у нас были в запасе. Из одного стакана вилки мы вывернули 2 сломанных шпильки, сами стаканы на перьях не болтаются, вилка в нормальном состоянии. Заднее крыло от Чизета мы не нашли, поэтому придется работать с этим сломанным, которое у нас есть. Его мы отремонтировали стальным листом и заклепками. В принципе, на мотоцикле оно выглядит более-менее нормально, и то, что оно сломанное, в глаза не бросается. Задние амортизаторы – это отдельная тема. У нас внутри одного был песок, внутри другого немного воды. Что касается технической начинки, то у нас был жуткий самосбор. По какому принципу установлены шайбы, понять не представляется возможным. Демпфирующие элементы пробиты почти насквозь. Мы вместо них будем устанавливать малые сайлентблоки от реактивных тяг ВАЗ-2101. Втулки, которые ходят по штокам, тоже изношены. Их мы заменим на вазовские медно-графитовые втулки из стартеров. Для этого эти гайки придется рассверливать и разворачивать под посадку. После этого запрессовывать втулки и втулки снова разворачивать. Дело в том, что несмотря на то, что они имеют внутренний размер такой же, как и шток 12 мм, но при запрессовывании они дадут усадку. На поршнях у нас изношены тефлоновые кольца, их мы выточим новые. Также на одном из поршней заклепаны отверстия. Конечно, мы это все удалим. Запрессовываем втулки мы через оправку, дело в том, что они очень хрупкие, их легко можно сломать. А посадка должна быть плотная, чтобы штоком их не вырвало с места. Вот что получилось. Гайку с одной стороны мы раззинковали под выступ на жигулевском манжете. Манжеты мы будем ставить из ремкомплекта для амортизаторов классических ВАЗов. На внешнем краю гайки используется в качестве пыльника резинка, которая просто подошла по размеру. К сожалению, нам не удалось сохранить расширительные бачки, так как их посадочно разбиты настолько, что бачки на них не держатся. В канал, по которому в бачки поступало масло, мы завернули винты и используем их просто как штуцера для прокачки, для стравливания лишнего масла. В принципе, если не прыгать с трамплинов, то амортизаторы работают вполне нормально. После испытаний в минус 15 течи на них не появилось. В этой попытке совместить несовместимое возникает много проблем на, казалось бы, ровном месте. Например, между карбюратором и корпусом воздушного фильтра огромный зазор. Его пришлось заполнить втулкой из тефлона. Резиновый переходник нам изготовил наш друг из Тулы Михаил Немцов.
Труба глушителя – это проточенная 20-я труба. На ней нарезана резьба под заднюю и переднюю крышку глушителя. Очень непросто было ее изогнуть так, чтобы она вписалась в раму чизета. Вообще на то, чтобы изготовить глушитель, ушло 1,5 дня. Конструкция глушителя традиционная для прямоточных глушителей. В трубе насверленное отверстие и поверх ее намотана минеральная вата. Для корпуса искали что-то типа нержавейки или алюминия, но как-то не нашли, и поэтому изготовили его из простого металла 1 мм. Крышки передняя и задняя выточены из алюминия. Звук у мотоцикла получился несколько рисковатый, но в общем-то приятный. И если сравнивать с выхлопом чизета, то не сильно громкий. Здесь вы можете видеть готовые изделия. Обратите внимание на то, как изогнулась труба, чтобы вписаться в раму. Так выглядит выхлоп целиком. На нем установлен холодильник для того, чтобы не обжигаться об резонатор. На мотоцикле установлен обычный 80-ваттный генератор и простая система зажигания. Для коммутатора другого места, к сожалению, не нашлось. Катушка стоит также стандартная для Минсков и Восходов. Но все, теперь можно оценить, что у нас получилось, и посчитать, во сколько нам это обошлось. Как мы уже говорили ранее, ходовую мы приобрели за 7500 рублей. К ней пришлось докупить 2 минских цепи общей стоимостью 1200 рублей и всякую мелочь типа ремкомплектов амортизаторов, крепежа, тросиков и тому подобного. На это потрачено еще около 1000 рублей. Задняя звезда нам обошлась в 1500, ее вырезали плазмой. Готовую было не купить, потому что она устанавливается на чизетовскую ступицу, но при этом имеет шаг для минской цепи. Поэтому ее пришлось изготавливать индивидуально. Следует отметить, что двигатель у нас был свой, нам не пришлось его покупать. Также мы не покупали электрооборудование, рычаги на руль, а также резину на заднее колесо. Таким образом, итого мотоцикл нам обошелся в 11200 рублей. Однако следует заметить, что если бы у нас не было двигателя и резина на заднее колесо, то на двигатель сейчас пришлось бы потратить 3-4 тысячи рублей. Столько они стоят на Авито. Колесо минимум 2000. И таким образом цена мотоцикла возросла бы до 16-17 тысяч. Это при условии, если двигатель не потребовал бы ремонта. Давайте посмотрим, что можно купить на рынке за эти деньги. Китайские питбайки начинаются от 20 тысяч. За 30 можно купить японский кроссовый мотоцикл. Но за эти деньги он, скорее всего, будет не на ходу. Ну вот, вроде бы и все. Осталось завести и покататься. Первый запуск. Ну все, в общем, в заключение, что можно сказать. Мотоцикл работает, выявились некоторые проблемы, их мы будем решать. Смелости не хватает, как бы на нем сильно разгоняться. Идет он очень хорошо, лучше, чем я ожидал от этого двигателя. В общем, в целом проект можно признать успешным. Всех с Новым годом и удачи в 2019 году!